Так выглядит предательство. Великий российский патриот Саркис Цитуриан приглашает войска США и НАТО на место российских миротворцев. Напомним, что одним из главных формальных поводов для нынешней агрессии России против Украины было намерение Украины вступить в НАТО и перспектива появления войск НАТО у российских границ. Причем, больше всего возмущались такой перспективой российские патриоты армянской национальности, начиная от главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова-Калантарова и заканчивая пропагандистами вроде Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Семена Багдасарова, Саркиса Цитуриана и еще с десяток других. Однако, как бы отнеслись русские люди, если бы узнали, что те, кто так возмущался перспективами появления американских баз и войск НАТО в Украине и изо всех сил разжигал войну, будут сами предлагать ввести американские войска и силы НАТО в другую постсоветскую республику, а именно в Азербайджан, на ту территорию Азербайджанского Карабаха, где сегодня миротворческую миссию выполняют российские военнослужащие. Их великие российские патриоты древнейшей национальности предлагают заменить на французских и американских военных. Что это как не предательство и как не работа двойных агентов на те же США и Францию, которые, как известно, являются ключевыми странами НАТО? И это после того, как Россия, идя на поводу у подобных идеологов и пропагандистов, развязала братоубийственную войну с самым близким народом, украинцами, формально, чтобы такие базы и войска у своих юго-западных границ не допустить. А тут те же российские патриоты предлагают такие же войска и базу у южных границ. Тот же главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цитуриан рассказал, как положить конец блокаде Арцаха, призвав американских и французских военных и открыть путь к международному признанию Армянской республики. Я считаю, что нынешняя ситуация, связанная с блокировкой трассы, она показала полную несостоятельность российского воинского контингента в Арцахе. Как можно решить эту ситуацию? Простыми апелляциями и призывами к ООН мы ситуацию не спасем и не исправим. Нам нужно требовать от имени армянского правительства прямо через Совбез ООН требовать ввода международных миротворцев. Это не иллюзия? Это не иллюзия, это абсолютная реальность. Почему мы 30 лет обсуждали урегулирование арцахского вопроса с Россией, Францией и Соединенными Штатами, а теперь боимся призвать туда совместный контингент? Я пытаюсь привести контраргумент, и многие говорят, что это просто звучит иллюзорно, потому что никто не собирается приходить и ставить в Арцах кроме русских. Поговорите с французами, поговорите с американцами. Я вас уверяю, у вас сложится другое впечатление. Другое впечатление. Но почему мы тогда 30 лет с ними обсуждали судьбу, а теперь мы не готовы их пригласить? Почему не готовы? Я считаю, что на самом деле нынешняя ситуация, она была бы выгодна даже русским. Почему? Потому что если дальше у России есть два пути в Арцахе, если Россия будет следовать тем совместным заявлениям, которые были подписаны, то неизбежно будет конфликт с турками в регионе, у русских. Неизбежно это произойдет. Не сегодня, так завтра. Послезавтра произойдет. Хотят ли русские этого? Нет. Хотят русские погибать за арцахские земли, за армянские? Нет. И не надо им погибать. Но для того, чтобы уравновесить ситуацию и предотвратить будущий конфликт русских и турок в Арцахе, ввод французского и американского контингента – это решение вопроса. И тогда русские военные будут в полной безопасности. И тогда им не придется портить отношения с Баку и с Анкарой. И нам это выгодно. Насколько это сегодня реально в условиях противостояния России и Запада из-за войны в Украине? Наоборот. Вот как раз я и пытался долгие месяцы на протяжении 22 года донести это и до российского руководства, и до армянского руководства. Хотел это донести, потому что это реальное решение вопроса. Это реальное решение. Другого выхода я не вижу. Другой вариант, он конфликтный. Ситуацию нужно решать именно таким образом. Это дипломатическое решение. Не будет дипломатического, будет военное решение. Но кому это нужно сейчас? Наоборот, русским нужно сейчас договориться с Западом. Для решения своих каких-то вопросов, я сейчас не буду углубляться, во что именно они бы хотели, в каком направлении они бы хотели развивать
и что они хотят от Запада, это их личное дело. Личное дело. Но с Западом им уже говорить не о чем. По вопросу Украины Запад говорить с русскими не будет, это уже очевидно. И украинцы сами не готовы говорить. По вопросу размещения ракет в Европе, ни Европа, ни Соединенные Штаты с русскими говорить не будут. Русские и американцы, например, до сих пор не могут договориться по вопросу размещения ракетно-ядерного потенциала. Мы не готовы, ни русские, ни американцы, говорить о ядерном оружии. Но арцахский вопрос – это реально переговорная площадка. Вот если взять за основу ту формулу, о которой я говорю, ввод французских и американских миротворцев, которые бы поддержали бы усилия России в регионе. Ведь если Россия говорит о том, что они миротворцы, то как она может отказываться от французского или американского контингента? Если ваше дело, ваша миссия привнести в мир, то тогда почему вам должны мешать американцы или французы? Не должны. Каким видится тогда статус и будущее Арцаха? Я считаю, что нужно договариваться о вводе международного контингента русско-американо-французского под мандатом Совета Безопасности ООН. Это позволит ситуацию заморозить как минимум на 5-7 лет, как минимум. И уже в период вот этих 5-7 лет через переговоры с Баку обсуждать вопрос статуса, чтобы Баку признал независимость арцахских армян в соответствии с международным правом. И пусть попробует не признать это право. Пусть попробует не признать. На основании чего? Ведь сегодняшняя ситуация, вчерашнее буквально заседание Совета Безопасности ООН, оно уже показало, что ни американцы, ни французы, ни индусы, ни мексиканцы, они не считают армян Арцаха частью Азербайджана. Алиев своими действиями показал всему миру и вынудил весь мир высказаться по вопросу Арцаха. Но мир не считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Иначе бы эти призывы о деблокировке трассы Степанакерт-Гурис не звучали бы. То есть каждый следующий шаг Алиева, он ухудшает его положение. И открывает поле возможностей. Да, поле для разговора, серьезного разговора. А что мы видим на практике? Что делают, например, власти Арцаха? Понятно, что они согласуют свою позицию с Ереваном. Здесь никаких сомнений у нас нет, у меня лично нет этих сомнений. Но они приезжают в Париж и говорят о том, что надо русских наделить международным мандатом. Слушайте, но вы же сами, вы, арцахские армяне, руководители МИДа, правительства Арцаха, вы же почти 30 лет вели переговоры под эгидой Минской группы. Но почему вы исключаете из этого процесса американцев и французов? Чем они вам не нравятся? Почему вы в своих телеграм-каналах, в социальных сетях благодарите, например, парламент Франции, обе палаты, за то, что они признают Арцах независимым? Почему вы за это благодарите, а вот принять их миротворческие усилия вы не хотите? То есть, мы армяне не должны быть врагами самим себе. Об этом идет речь. Есть перед нами 2025 год, когда истекает срок мандата миротворцев. В сегодняшнем контексте, когда мы видим также и унижение контингента, то, как с ними обращаются азербайджанцы, это колоссальный удар по имиджу России. Каким видится вам вообще будущее этого контингента? И хочет ли Россия остаться после 2025 года? Опять же, этот вопрос лучше адресовать Путину. По вашим наблюдениям. Я считаю, что для того, чтобы русские смогли в каком-то виде остаться в Арцахе, им нужно согласовать ввод французского и американского контингента. Вот тогда уж точно после 2025 года они смогут остаться в регионе. А если они это не сделают, я вас уверяю, этот вопрос будет решать уже совместная турецко-азербайджанская армия вместе в борьбе с армянской армией. И это будет такая каша, в которой русским просто придется собрать вещи и уехать из региона. Навсегда. Они сами, не готовы воевать с турецко-азербайджанской армией. И я не хочу, чтобы они воевали. Я лично не хочу. Зачем? Зачем это нужно? Давайте сейчас нормально, цивилизованно решим вопрос. И тогда и русские получат международный мандат, и французы получат, и американцы получат.
И Алиев тогда смотрит своим гражданам объяснить, почему он военным путем не решает вопрос. Ему же тоже нужно своим людям объяснить, почему он не захватывает Степанакерт. Почему он остановился. Он же не может это объяснить. Отсюда и провокации. А так Алиев скажет, ну вот на него надавил Запад, французы, американцы, весь мир против нас, ну давайте потерпим. Ну, надо же своему противнику тоже дать возможность оправдаться перед своим собственным населением. Эта ситуация бы решила все вопросы сейчас. По крайней мере, на среднесрочную перспективу. Но опять же, если Россия не предпримет эти действия, если она будет торпедировать вопрос о вводе международных миротворцев, это будет означать одно: русские не хотят остаться в регионе. Понятно, что никакой Саркис Цитуриан не патриот России, хотя зарабатывает в ней совсем не маленькие деньги, а обыкновенный армянский националист. В принципе, требует ввода французских и американских миротворцев в Карабах прозападные армянские националисты, которые одновременно ненавидят Россию и проклинают ее последними словами. Но ведь Саркис Цитуриан, если судить по материалам его информационного агентства «Реалист», не только патриот России, но одновременно враг Запада и американского империализма. И вот этот патриот, подобно последним западникам в Ереване, тоже требует ввести на место российских военных американских. Причем, судя по его логике, не только в Карабах, но в перспективе и в Гюмри. И все ради того, чтобы защитить интересы армян, а точнее армянских националистов и арцахских сепаратистов, поскольку Россия с такой защитой не справляется. Хочется спросить у Саркиса Цитуриана. Ведь представители древнейшего, геноцидного и многострадального народа живут не только в Республике Армения и в Азербайджанском Карабахе. Живут они и в Москве. И вероятность подвернуться нападению скинхедов или грабителей в московских пригородах и спальных районах для них куда выше, чем аналогичный риск в Карабахе. Так что, после этого нужно вводить американские и французские войска в Москву. Получается, защита армян и их непомерных националистических амбиций – это высшая ценность, ради которой Россия, как держава, должна принести в жертву все свои геополитические интересы.